Приветствую всех любителей часов на моем канале. Сегодня у нас на обзоре часы Casio G-Shock. Подробно расскажу о характеристиках, функциях и настройках этой модели. А также в конце ролика будет розыгрыш часов. Условия участия в этом розыгрыше я расскажу в конце ролика. Перед походом у многих возникает вопрос, а какие часы взять с собой? В прошлое лето мы с другом сплавлялись по спокойной реке и по-стариковски наслаждались природой, а потом вечером сидели у костра, и на моей руке были механические часы «Восток» в полевом стиле. Через пару месяцев мы вышли на байдарке на большую воду, и у меня на руке были механические часы Invicta Pro Diver. И в том и в другом случае часы повели себя великолепно. Но что если вы экстремал? Что если вы на байдарке преодолеваете опасные пороги, и вашим часам приходится испытывать большую нагрузку? Или вы скалолаз и постоянно задеваете об острые углы горной породы, или вы занимаетесь оффродом, и вам нужно лезть в прямом смысле этого слова прямо в грязь. Какие часы справятся с такими задачами? Конечно же, это G-Shock. Гарантийные международные карточки с печатями. Все как положено. Надеюсь, мне не понадобится, и вам тоже того желаю. Легендарная банка из-под кофе. Здесь референс DW5610. Модуль 3229. Мануал на разных языках. Далее фирменный пакетик от Casio. А часы застегнуты на губку для мытья посуды. Посмотрите, какой красивый серый цвет корпуса и ремешка. Стальная бакля. Сразу бросается в глаза черный экран и светлые цифры. Такой дизайн мне нравится больше всего. Возможно, кто-то скажет, что читаемость у светлого экрана лучше, но мне почему-то по душе именно черный экран. Часы ударопрочные, водозащита 200 метров, стекло минеральное. На моем запястье в обхвате 18 см часы выглядят так. Все село довольно удобно, часы аккуратные, не громоздкие, в отличие от других моделей G-Shock. Поначалу еще рассматривал такую модель, но уж слишком она попсовая, чуть ли не у каждого второго на руке. А эта модель еще интересна тем, что это реинкарнация первых G-Shock DW5000, которые были созданы в 1983 году. Получается, эти часы с историей. На задней части бакли надпись Casio Таиланд. Задняя крышка из нержавеющей стали, имеет номер, надписи, водозащита 200 метров, а это значит, в этих часах можно нырять с аквалангом, сборка Таиланд, бывает еще Китай. Как все уже знают, у Casio два завода, один в Таиланде, второй в Китае. Номер модуля 3229, ударопрочные. С обратной стороны видим, что ремешок имеет быстросъемную функцию. Это очень удобно при замене ремешка. По бокам корпуса с каждой стороны по две кнопки. Вес часов 51 грамм. Очень легкие, и это отлично. Батарея в часах стоит CR2016. Ее мощности хватает примерно на 2 года. Подсветка осуществляется при помощи вот этой кнопки. Все цифры и индикации светятся приятным, не раздражающим глаз светом пару секунд. Теперь разберем настройки. Сразу видим, что левая верхняя кнопка утоплена гораздо больше, чем все остальные. Это сделано специально для того, чтобы мы не нажали на нее случайно и не сбили настройки. Чтобы ей пользоваться, возьмите какой-нибудь тонкий предмет и используйте его для нажатия. Итак, что мы видим на экране? Здесь у нас день недели, номер месяца, число, час, минута и секунда. Назовем эту кнопку А, эту Б, эту С, а эту Д. Если нажать на кнопку С, мы перейдем в режим будильника. Еще раз нажимаем, переходим в режим таймера обратного отсчета. Нажимаем еще раз, попадаем
в режим секундомера. В правом верхнем углу мы видим время. Это очень удобно, когда мы находимся в других режимах. Еще раз нажимаем C и попадаем в исчисление времени. Чтобы настроить время, берем какой-нибудь длинный предмет и нажимаем кнопку А. Начинают у нас мигать секунды. С помощью кнопки C мы переводим настройку времени на часы, минуты. Дальше идет год. Год здесь идет до 2099, от 2000 до 2099. Дальше номер месяца и число. День недели выставится автоматически. Время на этих часах показывает в двух форматах. Это до полудня и после полудня, а также есть 24-часовой формат. Чтобы изменить формат времени, нажимаем кнопку D во время мигания, например, часа. Вот так переключается до полудня или 24-часовое исчисление. Чтобы поменять час, нажимаем кнопку B. С помощью кнопки C перемещаем настройку на минуты. С помощью кнопки B настраиваем минуту. Далее можно настроить год, месяц и число. Все меняем с помощью кнопки B. Если мы будем менять секунды, когда они больше 30, то, как вы сейчас видели, прибавилась 1 минута. Если будем нажимать до 30 секунд, то они будут сбрасываться до 0. Если вы хотите настроить часы секунда в секунду, то имейте это в виду. Настройку времени, даты, года, часа и месяца мы разобрали. Как только вы настроили все, как вам нужно, нажимаю снова кнопку А, и часы переходят в режим исчисления времени. Теперь, как настроить будильник? Переходим в режим будильника, нажав кнопку C. Нажимаю кнопку А. У нас мигает час. Теперь с помощью кнопки B можем поменять час. Все как в настройках времени. Нажимаем C и появляется возможность поменять минуту. Нажав еще раз C, мы переходим в возможность выставить определенный месяц и определенное число. И именно в эту дату у вас заработает будильник. Если вы не хотите, чтобы в эту дату будильник у вас работал, просто выставьте все обратно в 0. Чтобы выйти обратно из режима будильника, переходим в режим установки часа или минуты и нажимаю кнопку А. Чтобы нам сразу включить или выключить будильник, мы нажимаем кнопку B. Вот такой индикатор нам говорит о том, что работает почасовой сигнал. Еще раз нажимаю кнопку B. Видим, два индикатора у нас работают, и будильник, и почасовой сигнал. Еще раз нажимаем, оба индикатора исчезают. И это означает, что у нас не работает почасовой сигнал и будильник. А так у нас работает только будильник. Теперь перейдем в настройки таймера обратного отсчета. Здесь у нас все тоже по такому же принципу происходит. Нажимаем кнопку А. Настраиваем сначала, сколько часов нам требуется. Ну, к примеру, может быть, нам не нужны часы. Сделаем 0. Потом настраиваем минуты. Например, 1 минута. И далее можно еще и настроить секунды. Допустим, 55 секунд. И нажав кнопку А, у нас готов таймер обратного отсчета. Теперь, чтобы им воспользоваться, нужно нажать кнопку B. Обратный отсчет пошел. Как только дойдет до 0, будет звуковой сигнал. Вот так происходит сигнал. Нажав любую кнопку, можно его отключить. Итак, что еще у нас осталось? Это секундомер.
Здесь все просто. Нажимаем B, секунды пошли. Нажимаем B еще раз, остановили секунды. Еще раз нажимаем, и секунды вновь пошли. При помощи кнопки А мы можем сбросить все до нуля. Еще здесь одна функция есть очень интересная. Если зажать кнопку B, то появляется вот такой значок в виде вспышки. Что это означает? При использовании, например, таймера обратного отсчета, когда секунды дойдут до нуля, вы услышите не только звуковой сигнал, но еще увидите, как мерцает подсветка. Также это работает и на будильнике. В темноте, конечно, видно лучше. Это можно использовать людям с плохим слухом, например. Чтобы отключить эту функцию, снова зажимаем кнопку B, и вспышка пропадает. Разобрал все настройки. Если что непонятно, пишите в комментариях, попробуем разобраться. Вот такие вот брутальные полевые часы я разыграю среди тех, кто перейдет по ссылке в описании к этому ролику и подпишется на мой телеграм-канал. Там вы должны найти предновогодний пост, который будет закреплен, и оставить под ним любой комментарий. Из тех, кто оставил комментарий, и будет выявлен победитель. Единственный нюанс. Временно я могу послать приз только по территории РФ. Имейте это в виду, пожалуйста. У меня довольно-таки маленькая аудитория, и шансы победить довольно высокие. По итогу, часы имеют базовые функции. Сидят на руке комфортно, приятные на ощупь, хорошая подсветка. У них есть своя история, отличный винтажный дизайн. Из минусов. Не хватает большего количества будильников, нет второго часового пояса. Можно было бы сделать корпус более тонким для удобства при использовании. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а я расскажу вам еще о каких-нибудь часах. До новых встреч, всем добра!